Сейчас мы займем несколько минут, чтобы сделать краткий обзор различных типов геометрии, которые можете использовать в Maya. Это полигоны, NURBS и Subdivision Surfaces или SubDis. Существует еще один способ генерирования форм в Maya – использование fluids – жидкостей и particles – частиц и paint effects – эффектов краски. Но для доступа к их ручному редактированию нужно будет преобразовать их в один из этих трех типов геометрии. Наиболее распространенным типом геометрии, используемым сегодня в Maya, являются полигоны. Полигоны однозначны и просты в работе, имеют широкий набор инструментов на выбор, чтобы помочь в создании форм и их детализации. Полигоны состоят из трех типов компонентов – вершин, ребер и поверхностей. Мы находимся в файле 0201 Start. Здесь у меня показаны базовые полигоны, и я буду кликать по ним правой кнопкой мышки, показывая разницу между ними. Первый компонент Vertices – вершины. Они фактически являются точками на углах полигона. Подготовлено клубом «Перевод всем». Edges – ребра. Это линии, соединяющие точки вершин друг с другом. А Faces являются поверхностью внутри границ ребер. Существует три типа полигонов. Trice представляет собой трехсторонний полигон, Quad – четырехсторонний полигон и N-gon – любой полигон, который имеет более четырех сторон. Все, что можете сделать с полигоном, вы можете сделать и с полигональной формой. Вот полигональные формы, которые Maya предоставляет по умолчанию. Это сфера, куб, цилиндр, конусы, торы, плоскости, пирамиды, трубы, спирали и шестерни. И все они построены из полигонов, как правило, четырехсторонних. Но некоторые имеют и трехсторонние. Одной из опций, которые можете использовать с этими полигонами, является Subdivide – подразделение. Здесь мы будем использовать Multicad инструмент, чтобы фактически подразделять этот цилиндр. Кликаю на нем один раз, чтобы выбрать, затем, удерживая Ctrl, можем начать просто добавлять геометрию к этому полигональному цилиндру. Также можем сгладить эти объекты или разделить их, перейдя в функцию Smooth. Добавьте геометрию таким образом. Или можем перейти к кубу и начать редактирование сетки, добавляя деления, которые добавят геометрии, но не изменят ничего в его общей форме. Другие опции, которые можем применить – Bevel, скос, фаски на ребрах, что также является способом подразделения. Так, если выберем здесь группу ребер и перейдем к Bevel, то сможем добавить больше геометрии в углах. Также можем выдавить поверхность, если хотим добавить к ним дополнительную геометрию. Например, можем выбрать поверхность здесь, кликнуть Extrude в наборе инструментов моделирования и добавить Thickness – толщину и Divisions – деление. Есть множество способов реально манипулировать и изменять эти полигональные формы. Давайте теперь посмотрим на NURBS. Это сокращение от Non-Uniform Rational B-Splines. Они на самом деле являются математическим абстрактным типом моделирования, который использует сплайны, плавные кривые в качестве направляющих, а затем обтягивание поверхности по ним. Объекты NURBS на самом деле очень хороши в создании гладких округлых форм, но в то же время у них довольно много ограничений на подразделение. Вы не можете удалить поверхности на них, и на самом деле очень сложно получить перетекание одной NURBS формы в другую. Но, как я уже сказал, они состоят из кривых. И вот разные типы объектов NURBS, которые Maya дает нам по умолчанию. Сфера, куб, цилиндр, конус, плоскость, тор, а затем имеем фактически два типа кривых, которые можете использовать. Это круг и квадрат. На самом деле в них полезно то, что можете использовать эти круги и квадраты и создавать свои собственные кривые для выдавливания и вращения таких органических форм, которые иногда трудно создать с помощью полигонов. Последний тип геометрии – это SubDis. Это эффективная форма геометрии, которая смешивает оба мира – и полигонов, и NURBS. Здесь мы имеем регулярный полигональный куб, а здесь фактически имеем тот же куб, который был конвертирован в SubDis поверхность. И вы видите, что далее он начинает превращаться в сферу. Если я нажму клавишу 3 на нем, это фактически повысит степень подразделения SubDis поверхности до самого высокого разрешения.
Также могу выбрать этот полигональный куб и нажать клавишу 3, и фактически получим два объекта, которые выглядят очень и очень похожими. Клавиша 3 в Maya с полигонами – это предварительный просмотр SubDis. Самое большое различие между этими двумя объектами заключается в том, что я все еще могу манипулировать полигональным объектом, кликнув правой кнопкой мышки на нем и перейдя к вершинам. Если перейду к вершинам на SubDis объекте, то на самом деле не имею возможности проделать какие-либо из этих манипуляций. Другим недостатком является особенность рендеринга Warnold, который сейчас поставляется с Maya и который не понимает правильно поверхностей, созданных SubDis. Если я поднимусь в меню и нажму на кнопку рендеринга, то вы увидите, что у нас есть наш левый куб, который был разделен с помощью клавиши 3, но второго нашего объекта нет. Чтобы снова показать вам это, я, нажав клавишу 1, на самом деле верну его в куб и снова отрендерю. И вы видите, что получаем куб, но не нашу SubDis поверхность. Это был просто быстрый пример, чтобы перейти далее к различным типам геометрии, которые у нас есть в Maya. Гибкость и легкость механизма полигонов велика, но создание определенных базовых форм было бы намного проще в использовании рабочего процесса Snurps. Таким образом, доступ ко всем трем типам геометрии дает нам опции и гибкость, необходимые для создания любой формы.